Любой моряк знает, океан никогда не бывает одинаковым. Даже когда поверхность воды кажется гладкой и спокойной, под ней всегда скрыта сила, способная в любой момент изменить ход событий. Именно это понял экипаж рыболовного судна «Сильвер Хоуп», отправившись в очередной, на первый взгляд, обычный рейс. В море они провели почти 2 недели. Первые дни оказались пустыми, сети возвращались без улова, запасы таяли, настроение падало. Возвращение без добычи означало долги и простой, поэтому капитан Гарольд Кин решился на риск и увел судно дальше привычных маршрутов, туда, где редко появлялись другие корабли. Риск оправдался. Уже первый подъем сетей дал такой вес, что лебедки заскрипели. Палубу заполнила живая, серебристая масса рыбы. В следующие дни удача только усиливалась, трюмы оказались заполнены до предела. Казалось, океан решил вознаградить их за смелость. На обратном пути погода резко испортилась. Штормовые волны заставили судно изменить курс и идти в обход опасного участка. Это стоило времени, воды и сил. Люди были измотаны, раздражены, мечтали лишь об одном — увидеть берег. Когда на горизонте наконец появилась тонкая линия суши, радость охватила почти всех. Почти, потому что один из матросов заметил движение у борта. В воде шло крупное животное. Сначала показалось, что это дельфин, но вскоре стало ясно — его хвост был опутан старой рыболовной сетью. Существо двигалось с трудом, будто тащило за собой груз. Перед экипажем встал тяжелый выбор. До берега оставались сутки, воды почти не было, силы были на исходе. Но капитан без колебаний приказал развернуться. Судно сбавило ход, и дельфин оказался совсем рядом. Он больше не пытался уйти, словно понял, что люди могут помочь. Используя собственную сеть, моряки осторожно подняли животное на палубу. Старые волокна с хвоста резали медленно и точно. Когда последняя петля ослабла, дельфин резко дернулся и впервые за долгое время свободно пошевелил хвостом. Его сразу же вернули в воду. Он исчез в глубине почти мгновенно. Казалось, история закончилась, но вскоре море потемнело снова. Вокруг судна появилась группа дельфинов. Они плыли рядом, затем уходили вперед, словно указывая направление. Капитан заметил странные показания приборов и изменил курс буквально на несколько градусов. Через несколько минут стало ясно, что это спасло корабль. Впереди оказался мощный обратный поток, способный развернуть судно бортом к волне. Дельфины еще некоторое время сопровождали корабль, а затем исчезли. Последним ушел тот самый, со следами на хвосте. Позже, уже в порту, экипаж узнал, что в том районе, куда они могли попасть, другое судно потеряло управление и получило серьезные повреждения. Совпадение оказалось слишком точным. После этого рейса команда Silver Hope изменилась. Они больше не бросали снаряжение в море, внимательнее относились к каждому выходу и иначе смотрели на океан. Потому что теперь они знали, море может быть беспощадным, но иногда оно отвечает на поступки людей. И самым важным уловом в их жизни стала не рыба, а момент, когда они решили остановиться и помочь тому, кто появился рядом посреди бескрайней воды.